Всем привет! Меня зовут Яна Мишко, я дизайнер в команде Digital Design, и сегодня я расскажу вам про одно из направлений нашей команды – лендинги. У нашей компании 20 лендингов про франшизу, инвестиции для арендодателей и поставщиков, различные промо-страницы и сайты для найма. Лендинг – это одностраничный сайт, который выполняет конкретную бизнес-задачу. Например, привлечь разработчика или продать маленький город. Основной целью лендинга является охватить и собрать данные целевой аудитории. В ноябре 2017 года сформировалась команда Digital Design. За этот год, помимо наших других проектов, мы выпустили 4 новых лендинга и сделали редизайн 3 старых сайтов. И на примере Dodo Control я расскажу вам, как мы делали редизайн и каких результатов с помощью редизайна мы добились. Мы хотим дать клиенту лучший продукт и сервис. Для этого каждой пиццерии мы должны предъявлять высокие требования к качеству. dodocontrol.ru – это сайт, инструмент для тайного покупателя, где можно найти подробные инструкции для всех проверок – ресторана, доставки, кухни, ответы на часто задаваемые вопросы и контакты для обратной связи. Если же посетитель хочет стать новым тайным покупателем, то через сайт он может пройти регистрацию, заполнив анкету, и получить дальнейшие инструкции. Чем же был неудобен данный инструмент? Сайт Dodo Control был в устаревшем дизайне и слабо информативным. Посетители не понимали, что нужно делать и как получить пиццу бесплатно. Регистрация тайного покупателя проходила через Google форму, которая состояла из 12 обязательных вопросов. Форма не умела проверять данные, в связи с чем были постоянные дубляжи анкет. Сами же данные кандидатов сохранялись в таблицу, которая состояла из 70 тысяч строк. Таблица долго прогружалась, с ней было очень сложно работать и уходило на это много ресурсов. Чтобы уйти от Google форм и упростить обработку заявок, стартовал проект по разработке информационной системы для контролинга. В рамках проекта нужно было изменить лендинг и добавить на него новую форму регистрации. Но, пользуясь случаем, наша команда решила переделать лендинг целиком и сделать его современным. Так как после глобального редизайна бренда наши сайты стали сильно отставать в визуальном плане, а посетитель должен везде получать одинаковый визуальный опыт. И первым очевидным улучшением было разместить анкету на главную страницу, а не прятать ее под кнопку. Второй идеей было наглядно показать весь путь тайного покупателя от заявки до получения бесплатной пиццы. И третья задача – это новый современный стиль, найти приятную цветовую гамму и качественная типографика. После того, как наша идея была одобрена бизнес-заказчиком, мы приступили к отрисовке иллюстраций. Этап иллюстрации был самым сложным. Мы хотели сделать комикс, который заменит сложную и скучную инструкцию для кандидата. Каждый этап – это некая локация, история про тайного покупателя, который выполняет действие за действием и в конце получает бесплатную пиццу. Мы отрисовали идеи на бумаге, описали подробно техническое задание и отправили иллюстратору. Все иллюстрации для наших проектов мы заказываем в студии «Интуиция» у Евгения Рутюнова. На основе наших рисунков иллюстратор подготовила нам скетчи, показала свои идеи, а затем была их отрисовка. И примерно через 2 итерации мы получили вот такой интересный комикс, где девочка показывает весь процесс работы тайного покупателя. Следующим этапом в редизайне лендинга анкета. В чем было неудобство старой регистрации? Во-первых, это ручной выбор города и пиццерии без поиска. Длинный вертикальный скролл на 400 позиций. Поля с неограниченным вводом символов и без проверки на корректность. Номер телефона без маски, поле возраста без проверки года рождения. При этом все ошибки, сделанные при заполнении, нужно было отслеживать вручную. И обязательные тексты о соглашении на обработку персональных данных, которые занимали пол-экрана. Анкету нужно было сократить, хотелось, чтобы она вмещалась в минимальную высоту экрана. Сделать умной, с проверкой на ввод данных и красиво задизайнить. И вот что у нас получилось. Мы сократили анкету до 9 вопросов, добавили поиск по городам и пиццериям,
Теперь каждому городу подтягиваются свои пиццерии для проверки, а в больших городах пиццерию можно найти по станции метро. Даты рождения теперь вводятся в строгом формате, по маске и с проверкой на год рождения. Для телефона добавили маску для ввода, а в зависимости от выбранной страны в поле подтягивается своя маска. Сделали проверку на профиль ВКонтакте. Если кандидат ранее уже проходил регистрацию, то мы сообщим ему об этом и подскажем, что нужно делать дальше. Подумали о мобильной версии и сделали удобный выбор ответа. А соглашение на обработку персональных данных спрятали в tooltip, который вызывается по ссылке, а рядом с галочками оставили 2 коротких предложения. Хороший тон интерфейса – это не кричать красными полями об ошибках, а постепенно сообщать кандидату, что он пропустил. Для разработчика мы подробно описали логику поведения полей, каждую ошибку, каждое состояние, что нужно говорить, когда пользователь пропустил какое-то поле или когда ввел свои данные в поле, но неверно. Собрали прототип, где показали всю заполняемость анкеты, а также как должна вести себя анкета в различных ситуациях и ошибках. После того, как все макеты собраны, мы приступаем к верстке и разработке. Разработка занимает примерно 30% всего времени. Для разработчика мы всегда подробно описываем дизайн решения, под какие разрешения экрана должен верстаться сайт, какие версии браузера мы поддерживаем, под какие мобильные устройства делаем адаптацию. После разработки мы подключаем Яндекс.Метрику, развешиваем цели на клики, кнопки, на успешную отправку формы. Все это тестируем вместе с бизнес-заказчиком и отправляем на продакшн. И вот так вот мы получили абсолютно новый лендинг с большим заголовком, с интересным комиксом и с новой регистрацией. По данным аналитики, количество заявок стать тайным покупателем увеличилось на 20%. А по тепловой карте можно видеть, что весь комикс просматривается до конца. В месяц отправляют примерно 7500 анкет. Раньше все заявки нужно было обрабатывать вручную. С новым лендингом и с новой регистрацией все заявки теперь обрабатываются автоматически и попадают в админку контролинга. Помимо удобной регистрации, мы также сделали удобное состояние после отправки анкеты. Чтобы стать тайным покупателем, последний шаг – это нужно отправить в чат кодовое слово. Теперь это сделать легко. Нажав на кнопку, ты сразу начинаешь диалог с ботом ВКонтакте. Из планов на будущее под odocontrol.ru – это редизайн личного кабинета тайного покупателя. Сейчас функционал уже есть, сделанный на скорую руку разработчикам, но с минимальными пока что возможностями. Сайт должен стать удобным и постоянным инструментом для тайного покупателя, где можно будет быстро записаться на проверку, просто выбрав удобную дату в календаре, а после проверки здесь же загрузить свой фотоотчет, вместо того, чтобы публиковать его ВКонтакте. У меня все. Спасибо за внимание.